День 1637, Алекс на связи. Недавно купил очередной микрокомпьютер Orange P3, и я его планирую использовать для создания универсального сервера умного дома. Конечно, можно на него установить там Home Assistant какой-нибудь Supervised, и тогда все проблемы будут решены. То есть там все автоматически будет делаться, настраиваться, интегрироваться. Но, конечно, я так не буду делать. В принципе, у меня есть свои наработанные решения, и я планирую их использовать для настройки этого сервера. Сам этот микрокомпьютер стоит недорого. Это, собственно, сам этот микрокомпьютер плата, и корпус к нему идет, тоже в комплекте был сразу пластиковый. И еще у меня есть уже купленный стик, тоже не очень дорогой, самый простейший Zigbee, который, в принципе, все вместе это будет стоить 1004. И, в принципе, на основании этого можно будет уже сделать нормальный сервер. По железу на этом сервере есть, в принципе, память там 1 гигабайт всего, есть порт гигабитный Ethernet, есть встроенная память eMMC, в которой 8 гигабайт, в принципе, это не очень много, но в целом все влазит обычно, если не делать из него какой-нибудь мультимедиа сервер. Также у него есть Wi-Fi, но, конечно, поскольку он по Ethernet подключается, скорее всего, он использоваться не будет. Есть встроенный модуль Bluetooth. Так как корпус, в принципе, пластиковый, он ничем не экранируется, и вполне нормально можно использовать и встроенный. Есть еще у него ИК-приемник. Конечно, он достаточно сложно настраивается, но для некоторых сценариев и небольших можно его тоже, в принципе, использовать, чтобы инфракрасным пультом можно было отдавать команды. Сам корпус он пропускает инфракрасный сигнал, и, в принципе, все работает. Даже совсем дешевых пультов он, в принципе, с приличного расстояния тоже может принимать сигнал. Конечно, на этом микрокомпьютере нету передатчика на частоте 433 МГц по радиоканалу и приемника, поэтому по умолчанию его не будет, но если нужно будет, это надо будет отдельное решение придумывать. Конечно, в нем есть гребенка GPIO, и, в принципе, можно, конечно, подключить. Она, по большому счету, очень похожа и даже совместима с Raspberry. Но я уже давно не использую ее по разным причинам. Поэтому, конечно, при желании можно и подключить. И в корпусе тоже есть там даже отверстие для этого. То есть, в принципе, можно, если он будет уже в корпусе, отдельными проводами вывести этот датчик и сделать его, например, снаружи, а не внутри этого корпуса. Конкретно в этой версии уже сделали так, что AUX не выводит звук, хотя такой разъем есть. И это, в общем-то, неудобно. Конечно, хотелось бы, чтобы эта функция была. Например, у Raspberry она есть и работает. Но так-то можно и обойтись, потому что, например, я для вывода музыки использую Bluetooth-усилитель, который через Bluetooth нормально можно подключить, и можно им тоже автоматически управлять с помощью команд и подключать, и отключать, и менять громкость. Поэтому сам AUX, он, конечно, особо и не востребован. Конечно, можно там на уровне операционной системы и прошивки это перенастроить, но это фактически ломать систему, что я не планирую. Ну и поскольку у него есть встроенная память,
8 гигабайт, то SD-карты я использовать не собираюсь. Она нужна для того только, чтобы один раз залить операционку внутрь этого микрокомпьютера, а дальше эта SD-карта уже будет по сути не нужна. По софту я планирую использовать Debian Linux. В принципе, там выпущена специальная версия, она там именно для этого микрокомпьютера. И, конечно, ее нужно немножко там будет донастраивать, но по большому счету она понятна. Я такую же использую аналогичную на Raspberry, и это, если использовать ее, то там все одинаково и больших проблем не возникает. Единственное, что нужно будет там установить разные дополнительные модули для удаленного подключения к рабочему столу. Если это нужно будет, например, это часто надо для того, чтобы Bluetooth подключить первый раз, потому что почему-то через команды он не позволяет подключить корректно. И систему умного дома, по сути, я планирую установить только Home Assistant, и причем версию, которую не supervised, то есть она там не обладает разными дополнительными возможностями, например, чтобы там делать бэкап полный или управлять ресурсами этого микрокомпьютера, но по большому счету это и не надо. Также будет установлен брокер для управления Zigbee сервис, это Zigbee to QTT. В принципе, в Home Assistant можно использовать встроенный там ZH модуль дополнительный, но в принципе я насмотрелся разных видео и даже пробовать не стал, потому что, конечно, в этом варианте, в этом сервисе там гораздо меньше поддерживается устройство, он менее развит и он не настолько гибок для того, чтобы использовать на этом микрокомпьютере. Там придется очень сложно, если через другие системы подключаться к Zigbee, то уже будет непросто. Но и в Home Assistant будут разные еще модули установлены, там практически типовые, будут установлены HAX, потому что он позволяет делать больше возможностей по интеграции. Также через него ставятся разные модули, которые для интеграции с Яндексом нужны и с Яндексом умным домом. Поэтому, в принципе, это тоже будет модуль от Tuya. Для интеграции с экосистемой Tuya отдельно ставить не планирую, потому что, в принципе, он достаточно сложным. Для интеграции надо будет подключать к серверу там, для разработчиков и через него получать ключ специальный, что, конечно, не очень удобно и смысла большого в этом нет. Это нужно только для того, чтобы подключить, например, шлюз от Tuya, Zigbee, например, или устройство, которое работает по Wi-Fi. Но если устройство Zigbee будет подключено напрямую, а устройство Wi-Fi не использовать именно для управления умным домом, то, конечно, это не нужно. Также не планирую ставить никакой интеграции делать с мехом. По большому счету все Zigbee устройства тоже нормально подключаются и поддерживаются в Zigbee to MQTT и появляется нормально в Home Assistant. И поэтому, чтобы их там как-то интегрировать еще по-другому, смысла нет. Интеграция с Яндексом, в принципе, делается нормально, ставится модуль, и нужно будет только там один раз залогиниться для того, чтобы колонки появились, и интеграция с умным домом Яндекса тоже настроилась. А дальше можно будет уже, конечно, там все это настраивать и пробрасывать устройство в Яндекс, если это нужно будет, например, для управления голосом. В принципе, на самом сервере еще будет установлен MPD-плеер, сервер, и, в принципе, можно будет разную музыку включать, но поскольку там места мало, а SD-карту и внутреннюю память одновременно использовать не получается, то можно либо это внешний диск или флешку воткнуть в USB-порт
на этом микрокомпьютере, либо просто, как я делаю, это интернет-радио пробрасываю, подключаю к этому микрокомпьютеру и дальше уже с него вещаю по Bluetooth на усилители, там, на колонки. В принципе, это вполне нормально. Если даже хочется слушать свою музыку, то гораздо проще сделать на базе какого-нибудь другого, ну или одного из микрокомпьютеров, тоже сервер, который будет просто давать этот поток, и дальше его можно будет через этот плеер MPD уже куда надо направлять. Для просмотра и управления камерами тоже будет установлен в Home Assistant специальный модуль Unviv, который позволяет и управлять, и смотреть, и выводить в Home Assistant изображение. И даже через интеграцию с Яндексом, Умным домом можно будет, в принципе, смотреть видео с этих камер уже в экосистеме Яндекса. Это, в принципе, тоже удобно, и даже никаких отдельных приложений не надо ставить. Но если это какие-нибудь камеры, которые могут нормально отдавать по RTSP или через Unviv поток показывать, и при этом могут, то есть не перепрошиты, могут быть еще работать в родном приложении. Например, у меня там есть Xiaomi или камера TP-Link, который может отдавать поток и так через Unviv и RTSP. И, соответственно, через приложение тоже могут зайти и посмотреть видео. Поэтому, в принципе, можно будет и таким образом тоже пользоваться. Конечно, для того, чтобы память не занималась, то будут отключены все логи, а все логирование, оно по большому счету не особо нужно. И, конечно, я всегда их выключаю. Для SD-карты это полезно, потому что она не будет выходить из строя, а для внутренней памяти она просто не будет переполняться.